Глава 6. В учении Дона Хуана следующий этап был связан с новым аспектом освоения второй порции корня датура. Период между двумя этапами в обучении Дон Хуан интересовался только состоянием моего саженца. Четверг, 27 июня 1963 года. Прежде чем отправиться по пути травы дьявола, неплохо ее вначале проверить, сказал Дон Хуан. Как проверить? Проделай еще одно колдовство с ящерицами. У тебя есть все необходимое, чтобы задать ящерицам еще один вопрос, на этот раз без моей помощи. А нельзя обойтись без этого колдовства? Это самый верный способ узнать, что она чувствует по отношению к тебе. Она непрерывно тебя испытывает, поэтому будет вполне справедливо испытать и ее. И если где-нибудь на ее пути ты почувствуешь, что по какой-либо причине дальше идти не следует, то должен будешь просто остановиться. Суббота, 29 июня 1963 года. Я вновь заговорил о траве дьявола. Мне хотелось узнать о ней побольше, хотя не очень хотелось с нею связываться. Вторую порцию используют только для сновидения или еще для чего-нибудь, Дон Хуан? Нет, не только. Помимо того, что с ее помощью учатся колдовству с ящерицами и заодно проверяют траву дьявола, на самом деле вторая порция используется для других целей. Колдовство с ящерицами – только начало. Тогда для чего же она используется? Вместо ответа он спросил, насколько подросли теперь побеги дурмана вокруг того, который я посадил. Я рукой показал размеры. Дон Хуан сказал: «Я учил тебя, как отличать мужское растение дурмана от женского. Теперь ступай к тому, что посадил, и принеси мне то и другое. Сначала пойдешь к своему растению и тщательно проследишь на земле следы дождевых потоков. К настоящему времени дождь, должно быть, далеко разнес семена. Проследи промоины от дождя и по ним определи направление потока. Затем разыщи тот дурман, который пророс дальше всех от твоего саженца. Все побеги дурмана, выросшие между ними, твои. Позже, когда осыплются семена, ты должен расширить свою территорию, следуя дождевым промоинам от одного растения к другому». Он дал мне подробные указания, как изготовить нож для этой работы. Сам корень срезают следующим образом. Во-первых, нужно выбрать растение и расчистить землю вокруг того места, где корень соединяется со стеблем. Во-вторых, я должен повторить в точности тот танец, который исполнял, когда пересаживал корень. В-третьих, я должен отрезать стебель, а корень оставить в земле. После этого следует выкопать 16 дюймов корня. Он предостерег, чтобы на протяжении всего этого времени я не проронил ни слова и ничем не выдал свои чувства. «Возьми с собой 2 куска ткани», — сказал он. «Расстели на земле и положи на них растения. Затем разрежь растения на части и сложи их. Последовательность на твое усмотрение, но только хорошенько ее запомни, потому что должен будешь соблюдать ее и в дальнейшем. Как только все закончишь, принесешь мне». Суббота, 6 июля 1963 года. В понедельник, 1 июля, я срезал растения датура, о которых говорил Дон Хуан. Я подождал до полных сумерек, прежде чем начать свой танец, поскольку не хотел, чтобы меня кто-нибудь увидел. Мне было очень не по себе. Я был уверен, что кто-нибудь наверняка за мной подсматривает. Я заранее выбрал мужскую и женскую особь дурмана. От каждого растения нужно было отрезать по 16 дюймов корня. Копать так глубоко палкой было нелегкой работой. Закончил я в полной темноте, поэтому, чтобы срезать корень, пришлось вытащить фонарик. Первоначальное опасение, что за мной будут подсматривать, было ничтожным по сравнению со страхом, что кто-нибудь заметит свет фонарика в кустах. Во вторник, 2 июля, я принес растение Дону Хуану. Он развязал узлы и, рассмотрев то, что я принес,
сказал, что пока все же даст мне семена своих растений. Он поставил передо мной ступку и высыпал в нее из стеклянной банки сбившиеся в ком сухие семена. Я спросил, что это такое. Он ответил, что это семена, подпорченные жучками. В семенах я действительно заметил несколько жучков. Он сказал, что это особые жучки. Их надо выбрать и положить в отдельную банку. Он дал мне другую банку, на треть полную таких же жучков. Банка была заткнута бумагой, чтобы они не расползлись. «В следующий раз будешь использовать жучков со своих собственных растений», — сказал Дон Хуан. «Срезать надо семенные коробочки, в которых есть маленькие дырочки. Они полны жучков. Откроешь коробочку и выскребешь из нее все содержимое в кружку. Соберешь горсть жучков и положишь их в другую посудину. С ними не церемонься. Отмеришь горсть семян, прогрызенных жучками, и горсть жучков. Все остальное закопаешь на юго-восток от своего растения. Таких семян можешь собрать сколько захочешь. Они всегда пригодятся. Неплохо семена из коробочки выбрать там же, чтобы на месте закопать все остатки. Он велел мне растолочь вначале ком семян, потом личинок, потом жучков и под конец хорошие сухие семена. Когда все это было по очереди растерто в мелкий порошок, Дон Хуан взял нарезанные мной куски датура, он отделил мужской корень и осторожно завернул его в тряпку. Остальное он вручил мне, велев все это мелко нарезать и хорошенько раздробить, а весь сок собрать в горшок до капли. Он сказал, что размалывать кусочки нарезанного корня нужно в том же порядке, в каком я их складывал. Когда я все это закончил, он велел отмерить 1 чашку кипящей воды, смешать ее с содержимым горшка и добавить еще 2 кружки кипятку. Он вручил мне отшлифованную костяную палочку, я помешал ею в горшке и поставил его на огонь. Затем он сказал, что надо приготовить корень, а для этого нужна ступка побольше, потому что мужской корень вообще не разрезают. Мы пошли на задний двор. Ступка была у него наготове, и я начал толочь корень так же, как делал это раньше. Мы замочили корень в воде, оставив его на ночь под открытым небом, и пошли в дом. Когда я проснулся, Дон Хуан уже встал. В чистом небе сияло солнце. Был сухой, жаркий день. Дон Хуан вновь заметил, что у травы дьявола я определенно хожу в любимчиках. Мы взялись за обработку корня и к концу дня получили желтоватый осадок на дне миски. Дон Хуан осторожно слил воду. Я думал, что это конец процедуры, но он вновь наполнил миску кипящей водой. Он снял из-под крыши горшок со вчерашним варевом. Оно, похоже, совсем загустело. Дон Хуан занес горшок в дом, осторожно поставил на пол и сел. Потом заговорил. Мой бенефактор учил меня, что неплохо смешивать растения с внутренним жиром. Вот этим ты сейчас и займешься. Такую смесь для меня делал мой бенефактор, но, как я уже говорил, трава дьявола мне всегда не очень-то нравилась, и я не слишком стремился слиться с нею воедино. Мой бенефактор говорил мне, что для тех, кто хочет стать господином силы, лучше всего смешивать растения с салом кабана. Больше всего подходит сало с кишок, но это уже на твой вкус. Может быть, все повернется так, что именно траву дьявола ты решишь взять себе в союзники. В таком случае советую тебе, как мне советовал мой бенефактор, поймать дикого кабана и снять у него сало с кишок. В давние времена, когда трава дьявола была в почете и стоила того, Брухо бывало отправлялись в специальные охотничьи экспедиции за салом диких кабанов. Они искали самых крупных и самых свирепых. Против диких кабанов применялось специальное колдовство. Брухо получали от них особую силу. Но теперь она утеряна. Я ничего не знаю об этой силе. И не знаю никого, кто бы знал. Может быть, сама трава дьявола тебя научит? Дон Хуан отмерил горсть жира, бросил в горшок с загустевшей и высохшей смесью, и оставшийся на ладони жир
соскоблил о край горшка. Он велел мне растирать содержимое, пока оно не превратится в однородную воздушную массу. Я взбивал смесь почти 3 часа. Время от времени Дон Хуан подходил взглянуть. Наконец он сказал, что хватит. От воздуха, с которым смешивалась взбитая паста, она стала светловато-серой и напоминала желе. Он повесил горшок под крышей рядом с другим, сказав, что оставит его здесь до завтра, потому что эта вторая порция готовится в течение 2 дней. Все это время я не должен ничего есть. Можно пить воду, но никакой пищи. На следующий день, в четверг, 4 июля, я, по его указанию, 4 промывал корень горячей водой. Под конец, когда я сливал воду в 4-й раз, было уже почти темно. Мы сели на веранде. Он поставил перед собой оба горшка. Экстракта корня получилось с чайную ложку. Он напоминал беловатый крахмал. Дон Хуан положил его в чашку и добавил воды. Он осторожно взболтал чашку, чтобы экстракт получше растворился, а затем сунул ее мне и приказал выпить до дна. Я выпил залпом, поставил чашку на пол и откинулся назад. Сердце начало колотиться. Я почувствовал, что у меня спирает дыхание. Дон Хуан приказал, как само собой разумеющееся, чтобы я снял с себя всю одежду. Я спросил, зачем, и он нетерпеливо объяснил, что надо натереться пастой. Я колебался. Раздеваться было как-то странно. Дон Хуан со сдержанной яростью сказал, что нет времени валять дурака. Я снял с себя всю одежду. Взяв свою костяную палочку, он начертил на поверхности пасты 2 горизонтальные линии, разделив таким образом содержимое сосуда на 3 равные части. Затем от центра верхней линии провел вертикальную линию вниз, разделив содержимое уже на 5 частей. Он указал на нижнюю правую часть и сказал, что это для левой стопы. Сектор над ней для левой ноги. Верхняя, самая большая часть для гениталий. Сектор под нею слева для правой ноги, а нижний для правой стопы. Он велел нанести пасту, предназначенную для левой стопы, на подошву и хорошенько ее втереть. Затем нужно было в указанной последовательности намазать пасту на всю внутреннюю сторону левой ноги, на гениталии, вниз по внутренней стороне правой ноги и, наконец, на правую подошву. Я сделал все так, как он говорил. Паста была холодная и обладала исключительно сильным запахом. Закончив накладывать ее, я выпрямился. Запах мази ударил мне в нос. Он был удушливым, напоминавшим какой-то газ. От острого запаха мутилось сознание. Я попытался дышать ртом и хотел заговорить с Доном Хуаном, но не мог. Дон Хуан неотрывно смотрел на меня. Я сделал к нему шаг. Ноги были резиновые и длинные, ужасно длинные. Я сделал еще шаг. Колени пружинили, как ходули. Они эластично сжимались, вздрагивали и вибрировали. Я двинулся вперед. Движение тела было медленным и трясущимся. Это больше походило на толчки по направлению вперед и вверх. Я взглянул под ноги и бесконечно далеко внизу увидел Дона Хуана. Инерция пронесла меня вперед еще на 1 шаг, еще эластичнее и длиннее предыдущего, и тут я взлетел. Я помню, что 1 раз опустился, затем, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнул назад и заскользил на спине. Я увидел над собой темное небо и несущиеся облака. Извернувшись телом так, чтобы можно было смотреть вниз, я увидел темную массу гор. Скорость, с которой я двигался, была поразительной. Руки были прижаты к туловищу. Голова служила чем-то вроде руля. Откидывая голову назад, я описывал вертикальные круги, поворачивая ее в сторону, я изменял направление. Я наслаждался совершенно неведомыми мне прежде скоростью и свободой. Сказочная темнота
внушало чувство непонятной печали или, может быть, страстного стремления, как если бы я нашел свою родину, ночную тьму. Я пытался осмотреться как следует, но ощущал лишь покой безмолвной ночи, в которой таилось столько могущества. Наконец я спохватился, что пора спускаться. Я словно получил откуда-то приказ, которому обязан был повиноваться. И я начал спускаться парящим перышком, качаясь как маятник. От этих движений меня замутило. Я качался и дергался, словно кто-то внизу дергал меня за веревочку. Мне стало совсем плохо. Голова раскалывалась от боли, меня окутала какая-то чернота. Я ясно чувствовал, как в нее погружаюсь. Следующее, что я помню, это ощущение пробуждения. Я был в своей постели у себя в комнате. Я сел. Комната исчезла. Я встал. Я был голый. От того, что я встал, меня опять замутило. Понемногу я стал распознавать, где нахожусь. Я был примерно в полумиле от дома Дона Хуана, возле того участка, где рос его дурман. Внезапно все встало на свои места, и до меня дошло, что всю дорогу до дома Дона Хуана придется идти голым. Без одежды я чувствовал себя чрезвычайно неудобно и понятия не имел, как выйти из положения. Я подумал, не соорудить ли себе из веток что-нибудь вроде юбки, но это было бы так нелепо, да и близился восход солнца, потому что сумерки уже рассеялись. Я забыл о своем неудобстве и физическом расстройстве и направился по дороге к дому Дона Хуана. Я был охвачен страхом, что меня заметят. Я высматривал, нет ли поблизости людей или собак. Я попробовал бежать, но сразу поранил ноги об острые камешки. Пришлось идти медленно. Было уже совсем светло. Затем я увидел, что кто-то идет по дороге навстречу, и прыгнул в кусты. Положение было совершенно идиотским. Совсем недавно я испытывал невероятную радость полета, и вот уже приходится красться и прятаться, стыдясь собственной наготы. Я прикидывал, не выскочить ли опять на дорогу и изо всех сил промчаться мимо проходившего человека. Он ведь будет так поражен, рассчитывал я, что к тому времени, когда поймет, что это был голый мужчина, я уже оставлю его далеко позади. Все это проносилось у меня в голове, но я не смел пошевелиться. Человек, который шел по дороге, поравнялся с кустами и остановился. Я услышал, что он зовет меня по имени. Это был Дон Хуан с моей одеждой в руках. Пока я одевался, он смотрел на меня и хохотал. Он так хохотал, что мне стало совсем не по себе. К вечеру того же дня, в пятницу, 5 июля, Дон Хуан велел подробно рассказать, что со мной было. Я, по возможности, тщательно все ему описал. «Вторая порция травы дьявола используется для полета», — сказал он, когда я закончил. «Сама по себе мазь — дело второстепенное. Мой бенефактор говорил, что направление и мудрость дает сам корень. Именно благодаря корню происходит полет. Когда ты научишься большему, и полет станет для тебя обычным делом, ты начнешь видеть все очень ясно. Ты сможешь летать по воздуху за сотни миль, чтобы увидеть, что там происходит, или, скажем, чтобы нанести сокрушительный удар врагу, который от тебя очень далеко. Всему этому тебя научит трава дьявола, когда ты сойдешься с нею поближе. К примеру, она уже научила тебя, как менять направление. Точно так же она обучит тебя невообразимым вещам. Например, этого я не могу сказать. У каждого по-разному. Мой бенефактор никогда не говорил мне, чему он научился. Он говорил, что делать и как поступать, но никогда не посвящал меня в то, что он видел. Это личное дело каждого. Но ведь я тебе рассказываю все, что вижу, Дон Хуан. Это пока. Со временем ничего не потребуется рассказывать. В следующий раз, когда ты будешь принимать траву дьявола, ты будешь делать это сам, совсем один, вблизи растений, которые вырастил, потому что именно там ты приземлишься, возле своих растений. Запомни это. Вот почему я пошел искать тебя к своим растениям. Больше он ничего не говорил, и я заснул. Проснувшись поздно вечером, я чувствовал себя обновленным.
Почему-то меня наполняло чувство физического удовлетворения. Я был доволен и счастлив. Дон Хуан спросил: «Понравилось тебе ночное приключение или было страшно?» Я сказал, что было восхитительно. «А как голова? Сильно болела?» Головная боль была такая же, как все остальные ощущения. В жизни такой не бывало. «Так, может, ты не захочешь больше пробовать силу травы дьявола?» «Не знаю. Сейчас не хочется. Может быть, позже. В самом деле не знаю, Дон Хуан». Был у меня к нему один вопрос, от ответа на который я знал, он уйдет. Поэтому я ждал, когда он сам коснется этой темы. Ждал до вечера. Наконец, перед самым отъездом, я все же не выдержал. «Неужели я в самом деле летал, Дон Хуан?» «Так ты мне сам сказал, разве нет?» «Да, но я имею в виду, летало ли мое тело. Я что, взлетел как птица?» «Ты не можешь без своих вопросов, на которые я не знаю, как ответить. Ты летал. Для этого и существует вторая порция травы дьявола. Будешь чаще принимать ее, научишься летать в совершенстве. Дело это непростое. С помощью второй порции человек летает. Вот все, что я могу тебе сказать. А то, что ты хочешь узнать, лишено смысла. Птицы летают как птицы, а человек, который принял траву дьявола, летает как человек, который принял траву дьявола. Так же, как птицы? Нет, так же, как человек, который принял траву дьявола. Значит, я на самом деле не летал. Все это происходило только в моем воображении, только у меня в голове. Где было мое тело? В кустах отрезало, но тут же вновь разразился смехом. Беда с тобой в том, что ты понимаешь все только с одной стороны. Ты не можешь представить, что человек летает. И однако Брухо способен в одну секунду перенестись за 1000 миль, чтобы посмотреть, что там происходит. Он может нанести удар своему врагу, который за 3-9 земель. Так летает он или нет? Понимаешь, Дон Хуан, у нас с тобой разный подход. Предположим, ради спора, что когда я принял траву дьявола, здесь был бы кто-нибудь из моих друзей по университету. Увидел бы он меня летящим? Ну вот, ты опять со своими вопросами. Что было бы, если... Все это бессмысленная болтовня. Если твой друг или кто-либо еще примет вторую порцию травы дьявола, то все, что ему останется, это летать. Ну, а если он будет просто наблюдать за тобой, то может увидеть тебя летящим, а может и не увидеть. Это зависит от человека. Но я хочу сказать, Дон Хуан, что если мы с тобой смотрим на птицу и видим ее летящей, то мы согласимся, что она летит. А вот если бы 2 моих друзей видели меня летящим прошлой ночью, то согласились бы они с тем, что я летал. Ну, а почему бы им не согласиться? Ты ведь согласен с тем, что птицы летают, потому что видишь, как они летают. Для птиц полет – дело обычное. Но ты не согласишься с тем, что птицы делают еще и другие вещи, потому что ты никогда не видел, как они их делают. Если бы твои друзья знали, что есть люди, которые летают с помощью травы дьявола, тогда они согласились бы. Хорошо, я скажу иначе. Скажи, если я тяжелой цепью привяжу себя к скале, то все равно буду точно так же летать, потому что мое тело не имеет с этим полетом ничего общего? Дон Хуан скептически взглянул на меня. «Если ты привяжешь себя к скале, — сказал он, — то боюсь, что тебе придется лететь вместе со скалой и тяжелой цепью».